Доброе утро, зрители StopGame.ru! Вы смотрите Инфакт? Портал Games Radar Plus провел очередной выпуск Future Games Show. Было много дат, анонсов и красивых роликов. Пробежимся по самому интересному. Стало известно, когда состоится релиз Harold Hollywood, проекта с реально воссозданными куклами и декорациями, в которой нам предстоит изучить причудливый ретро-футуристичный мир глазами молодого помощника главы экспедиции. Игра выйдет 16 апреля. Красочный Souls-like Enotria The Last Song присоединится к тайтлам, побоявшимся DLC для Elden Ring. Дату выхода сдвинули на 21 августа, но тех, кто ждет, порадует весть о скором появлении демки. Разработчики польского хоррора Holstein представили свежий трейлер, а вот когда выйдет игра, не сказали. Хоррор Still Wakes the Deep про катастрофу на буровой станции появится 18 июня. Анонсирован градостроительный симулятор в необычном сеттинге Worshippers of Cthulhu. Здесь строить свой бург мы будем в мире мифов Лавкрафта. Древние боги пробудятся уже в этом году. Творцы из студии Necky показали немного чистого геймплея экшена Spine. Это который один в один Сифу, только с пушками, но дату выхода не назвали. Храбрый крыс отправится на север воевать с кровожадными летучими мышами в Tales of the Iron 2 Whiskers of Winter, когда неизвестно. И, наконец, шутер Industria тоже обзаведется сиквелом, но опять же дата релиза не обозначена. Все трейлеры, а с ними и запись Future Games Show целиком, смотрите в новости по ссылке. Сколько различных персонажей в играх мы уже видели, и сколько еще увидим? А может быть, вы лелеете мечту создать собственного героя? Онлайн-школа Nova School предлагает бесплатный 7-дневный курс, который докажет вам, что создание 3D-моделей это совсем не сложно и поможет сотворить своего первого персонажа. Вы получите доступ к серии уроков, где вас научат основам программы Blender и пошагово объяснят и продемонстрируют, как создать модель и грамотно ее подать благодаря работе со светом и настройкам визуализации. Кураторы ответят на все ваши вопросы, помогут с любой возникшей проблемой и дадут свои рекомендации по улучшению вашего проекта. Так что всего через неделю вы смело сможете творить лоу-поли персонажей без чьей-либо помощи. Да, профессионалом вы не станете, но вполне можете открыть для себя новое хобби. А быть может, захотите развиваться в этой сфере дальше и полноценно освоить профессию 3D-художника. Nova School поможет и с этим, благодаря продвинутым программам обучения. А для начала хватит и недельного курса. Он абсолютно бесплатный. Blender, на котором вы будете работать, к железу вовсе не требовательный. Так чего же вы ждете? Оставляйте заявку по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Но поспешите, места ограничены. Никто не ждал от новой игры Team Ninja Rise of the Ronin какого-то прорыва, а вот просто хорошей игры, почему нет? Ronin получил 76 баллов на Metacritic, что в общем-то совсем неплохо. Проект отличился глубокой боевой системой, заинтересовал критиков сеттингом и вариативностью, а кроме того годными сражениями с боссами. Портит впечатление устаревший дизайн открытого мира, посредственная история и похожие друг на друга миссии. Да и визуально игра скорее отсылает к эпохе PS4. Что она делает на пятой PlayStation, непонятно. Прибавьте сюда еще проблемы с производительностью и отсутствие каких-либо свежих идей. Релиз Rise of the Ronin состоится 22 марта эксклюзивно на PlayStation 5. А вот Dragon's Dogma 2 пресса восприняла куда лучше. Игра получила крайне лестные отзывы и оценку в 89 баллов из 100. Журналисты называют вторую догму настоящим приключением. Здесь вас никто не водит за ручку, отмечая все ваши цели. Вы сами должны разобраться, как выполнять то или иное задание. И даже быстрые перемещения таят в себе неожиданности. Битвы захватывающие и разнообразные. Исследование мира сулит множество любопытных и полезных находок. Причем мир не держится на скриптах, геймплейные механики честно взаимодействуют друг с другом. Некоторые игроки сочтут игру чересчур суровой. За десятки часов беготня по открытому миру рискует надоесть. Порой можно зайти в тупик, не понимая, чего от тебя хотят, а встречаются и прям-таки совсем спорные решения. Но если понять и принять правила, по которым работает Dragon's Dogma 2, вы получите одну из самых интересных фэнтезийных
фэнтезийных RPG в истории. Игра выходит 22 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. После снятия эмбарго с материалов по второй Dragon's Dogma оказалось, что игра очень любит покушать. Даже на топовых ПК производительность легко падает ниже 60 феписов. Capcom объясняет это тем, что ощутимая часть ресурсов отжирается отслеживанием местоположения каждого NPC и вычислением влияния их физического нахождения в разных локациях. Ситуацию с производительностью обещают поправить патчами. Народ же, услышав это дело, решил собственноручно повысить стабильность игры. Раз процессор душит обилие NPC, значит нужно просто сократить численность их популяции. На сабреддите Dragon's Dogma уже предложили составить список необязательных неписей, которых можно спокойно закатать в асфальт. Но шутки шутками, а с производительностью ждем проблемы. Larian Studios объявила, что больше не будет заниматься ни Baldur's Gate, ни Dungeons and Dragons вообще. Как говорит глава студии Свен Винке, это для них пройденный этап, который должен остаться в прошлом. Разработчики хотят сделать что-то новое. Так что ни DLC, ни четвертой балды от них ждать уже не стоит. Анонсированная еще в 2020 году ММО по вселенной League of Legends от Riot Games попала в, так сказать, производственную петлю. Ее авторы взглянули на результат и решили, что игра слишком похожа на то, что мы и так сейчас видим среди онлайновых проектов. А привычную ММОшку Riot выпускать не хочет, в ее планы входит эволюция жанра. Для этого к разработке даже привлекли продюсера мультиплеера Mass Effect 3 и ведущего продюсера геймплея Mass Effect Andromeda. Перезапуск производства приведет к тому, что команда надолго пропадет из инфополя, так что новостей не стоит ждать в ближайшие несколько лет. 20 марта пиратскому экшену Sea of Thieves стукнуло 6 лет. В честь этого студия Rare поделилась планом развития проекта на ближайший год. Итак, в 12 сезоне ожидайте появления ядра шрапнеля, призывателя скелетов и рога попутного ветра. А кроме этого, в открытом мире появятся зиплайны и улучшенные гарпуны. 13 сезон вернет капитана Пылающее Сердце и его корабль Огненный Клинок. Если победить его в бою, Пылающему Сердцу можно будет присягнуть на верность и тем самым открыть цепочку особых поручений, главное из которых поиски сферы секретов. 14 сезон стартует только в конце года. В центре этой главы будут находиться озорство и скрытность. Противников можно будет поражать дротиками из духовой трубки с различными эффектами, а также появится ружье-гарпун. До 25 марта в игре проходит ивент в честь годовщины, так что охотники за двойными бонусами и золотишком не упустите выгоду. Классическая ролевая игра Broken Roads, вдохновленная Fallout и Wasteland, вновь подает признаки жизни. Проект обещает удивить игроков уникальной механикой отыгрыша персонажа. Выживая в постапокалиптической Австралии, нашему герою придется метаться меж философских координат – утилитаризмом, гуманизмом, нигилизмом и макиавеллизмом. От того, в какой точке компаса находится протагонист, зависят перки и список возможных действий. Например, герой-утилитарист может поставить высшее благо в приоритете над всем остальным, мол, процветание общества оправдывает жертвы в виде отдельных личностей. Однако принятые по ходу игры решения двигают вашего персонажа по моральному компасу в разные стороны, поэтому взгляды могут меняться в зависимости от происходящих событий. Если верить свежему трейлеру, релиз Broken Roads состоится 10 апреля. Платформы ПК, PlayStation и Xbox. Epic Games провела большую презентацию State of Unreal, на которой продемонстрировала демо-движка Unreal версии 5.4. Она хвастает улучшенной производительностью рендера, процедурной генерацией и прокачанной технологией Nanite. Версия 5.4 значительно улучшает качество анимации, благодаря сопоставлению движения Motion Matching. Позже появится пробник с более 500 AAA анимаций. Полноценный запуск Unreal Engine 5.4 намечен на конец апреля. Не забыли эпики и про запуск своего магазина на смартфонах. Это будет первый мультиплатформенный стор, сосредоточенный на играх. Если, конечно, до конца 2024 их никто не опередит. Касательно Unreal Editor, для Fortnite разработчики доложили, что добавили в движок технологию MetaHuman для создания высококачественных NPC с анимациями всего за несколько минут. Откроется доступ к MetaHuman Animator, штуке, превращающей запись с камеры в лицевую анимацию. В конце апреля
апреля в Unreal Editor интегрируют динамическое поведение тканей и одежды, а в будущем инструментарий продолжит расширяться. А теперь к косарям. 2 материала от пользователей нашего сайта по 2 заслуживающим внимания играм, которые прошли совсем незаметно. Чизи Фиолетовая Борода детально прошелся по прошлогодней The Invincible и выяснил, насколько игра соответствует слогану «по мотивам произведения Станислава Лема». Опасайтесь спойлеров. А Шрабискам выкатил подробнейший обзор средневековой адвенчуры Pentiment, после которого мне аж самому захотелось поиграть. За наградой, как всегда, ломитесь ко мне в личку на сайте stopgame.ru. Там же читайте еще больше новостей, следите за расписанием ближайших стримов и не пропускайте свежие материалы от наших авторов в разделах «Читать» и «Смотреть». На этом все, хорошего настроения и балдежных вам выходных.